Друзья, всем привет! В июле я рассказывал вам о том, как к нам пришла камера с солнечной панелью. И вот прошло уже немало времени, сейчас конец ноября, я хочу рассказать о том, как она себя чувствует. О самой камере я подробно рассказывал вот в этом видео, можете посмотреть по подсказочке. Сама по себе камера небольшая портативная камера с датчиком инфракрасным движения, внутри два элемента 18650, все это дело через USB Type-C заряжается от солнечной панели и висит себе на сарае, смотрит у нас на наш сад, на задний двор. Подключается по Wi-Fi и не требует никакого дополнительного питания. Саму камеру мы повесили вот таким вот образом. То есть она у нас висит на даче на сарае, под козырьком и смотрит в сторону сада. Таким образом мы контролируем там территорию. Камера эта у нас висит уже с июля, и за это время она ни разу не разрядилась. Даже под таким вот солнцем. Ей вполне хватает, чтобы зарядиться и работать. Напомню, живем мы в Беларуси. На улице середина ноября, деревья уже сбросили листву, мы на дачку в это время года ездим редко, так иногда заезжаем посмотреть, все ли хорошо, ну и по камерам, конечно же, смотрим. При этом все работает, не вызывает никаких проблем. Кстати, что интересно, весь двор у нас побило вот такими вот грибами. Честно, я в этом вообще ничего не понимаю. Если вы знаете, что это за гриб, пишите в комментариях. Мне, допустим, очень интересно, стоит ли это трогать вообще. Ну, а что можно рассказать о самой камере? Камера работает по принципу «повесил и забыл». К ней не нужно вести никакого дополнительного питания. Она питается от солнечной батареи. Единственное, что ее нужно зацепить, это за существующую Wi-Fi сеть. Внутри камеры стоит два элемента 18650. И хочу напомнить именно такую вот очень важную тонкость этой камеры, ее очень важную особенность, о том, что она не пишет на постоянной основе на себя, как другие наши автономные камеры. Камера начинает записывать на флешку только принудительно, либо в режиме тревоги, когда она поймала по инфракрасному датчику движение вокруг себя. Таким образом и достигается энергоэффективность. Камера уходит в сон, когда все спокойно, и просыпается и пишет 15-секундные ролики, когда кто-то ходит вокруг. Как, например, я с газонокосилкой. Кстати, очень классная тема. Про нее я рассказывал вот в этих видео. Что касается погодных условий, хоть мы ее и повесили под козырьком, однако это не совсем спасает, как видите, и на эту камеру при сильных таких конкретных дождях прям льет вода. Но прошло полгода, камера работает, вопросов нет. Что касаемо ложных сработок, эту камеру очень любят осы, они постоянно тусуются вокруг нее. По ночам на эту камеру любят нападать летучие мыши. Наверное, от того, что она светит инфракрасным светом. Причем на все другие камеры у нас во дворе мыши не летают. А именно на эту, которая смотрит на сад, почему-то, прям толпами валят. И, конечно же, птички-синички. Все синицы нашего района любят потусоваться вокруг нашей камеры. В целом, игрушка классная, при этом она еще ни разу не разрядилась, напомню. Хоть живем мы в Беларуси и солнечных дней у нас не так уж и много. Летом, конечно, да, было круто, тепло, жарко, но осень у нас постоянно пасмурная. Посмотрим, что будет зимой. Так что, в принципе, можно рекомендовать данную камерку, особенно в тех местах, куда тяжело тянуть питание. Ну, а кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!